chaitanyena tasmai Shri Gurave Namaha. Namah Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Niti Namane. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Vanchakalpatarubhyascha Kripas Sindhu Bhayevacha Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasati Gaur Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. We're reading Nectar of Devotion, and we're on chapter number 7, and we're hearing about scriptural evidence to support the different items of devotional service. Итак, мы читаем «Нектар преданности», 7 главу, которая называется «Обоснование принципов преданного служения». And we're going to begin with the item called Following in the Footsteps of Saintly Persons. И мы переходим к пункту, который называется «Следовать по стопам святых людей». Okay, you can begin reading. В Сканда-Пуране преданному дается совет следовать примеру предшествующих ачарьев и святых, так как, следуя по их стопам, можно достичь желаемого результата без риска впасть в уныние или натолкнуться на препятствия на пути духовного совершенствования. All right. So, following the footsteps, Mahajano Yenagata Sapanta. It's often quoted from a verse from the Mahabharata, which also appears in the Chaitanya Charitamrita, that we should follow the example, we should follow in the footsteps of the great souls, the Mahajans. И в Махабхарате, так же как и в Чайтанья Чаритамрите, повторяется один и тот же стих, который гласит, что мы должны следовать по стопам святых людей, должны следовать по стопам Махаджан. So Srila Rupa Goswami begins with a quote from the Skanda Purana, which says that one should follow the Pastacharya as saintly persons. И Шрила Рупа Госвами здесь начинает свое повествование с цитаты из Сканды Пураны, где говорит о том, что человек должен следовать по стопам ачарьев и святых людей. We have to be careful that we don't simply imitate the past acharyas and saintly persons, but follow their example. There's a subtle distinction there between imitation and following in the footsteps. И мы должны быть очень осторожны, чтобы не пытаться имитировать предшествующих ачарьев и святых людей. Существует очень тонкая граница между имитацией и следованием по стопам ачарьев и святых. Imitation means you take up the external features of the acharya or the saintly person, but you may not have the internal qualification. И имитация значит, что вы пытаетесь перенять какие-то внешние качества, внешнее поведение святого человека, но вы при этом не обладаете такими же внутренними качествами. So following in the footsteps means it's definitely much more concerned with the internal qualification. И следование по стопам, исследование по стопам больше значит, что это больше связано с внутренними качествами, и вы должны пытаться развить их в себе. We have to develop the qualities which these persons have and try to follow their example. Мы должны пытаться развить в себе качества, которые есть у этой личности, и пытаться следовать их примеру.
Go ahead. В Писании, которое называется Брахма Ямала, говорится: если человек выдает себя за великого преданного, но при этом не признает авторитета богооткровенных писаний, то что бы он ни делал, ему ничего не поможет прогрессировать в преданном служении. Он будет лишь источником беспокойств для тех, кто искренне принял путь преданного служения. Тех, кто не следует принципам богооткровенных писаний, обычно называют сахаджиями. Так называют тех, кто вообразил, что все очень просто, руководствуется собственными измышлениями и не следует указаниям писаний. Такие люди только создают препятствия на пути преданного служения. So, the point is made that we have to follow the authorities based on the scriptures. И смысл в том, что мы должны следовать за авторитетами, основываясь на богооткровенных писаниях. There's a verse which Rupa Goswami quotes, Shruti Smriti Purana Adi Pancharatriki Vidimbinam Aikantiki Harer Bhakte Utpatayaiva Kalpate. That if somebody performs devotional service which is not as described in revealed scriptures, like the Shruti, the Smriti, the Puranas, the Pancharatriki, then it is simply a disturbance to society. И здесь Шрила Рупа Госвами приводит цитату, которая гласит, что человек, который занимается преданным служением, и он не следует при этом наставлениям священных писаний, шрути, смрити и так далее, то он лишь причиняет беспокойство тем, кто его окружает. So the qualification of a devotee is that not only that they follow the example of the acharyas, but they also follow the scriptures. Of course, the example of the acharyas will also be according to the scripture. И смысл в том, что преданный должен следовать не только по стопам ачарьев, но также он должен следовать и наставлениям священных писаний. И, конечно же, примеры ачарьев также описываются и в священных книгах. Right. We say there are three authorities which we follow. There is Guru, Sadhu, and Shastra, and we have to follow all three. И есть три авторитета, которым мы должны следовать. Это гуру, садху и шастра. И мы должны следовать за ними, за всеми ними. If you're doing something different from what is said by guru or sadhu or shastra, if one of them is not in agreement, then something is wrong. И если вы делаете что-то, с чем не согласен гуру, садху или шастра, и если что-то противоречит кому-то из них, то что-то вы делаете не так. So then Srila Prabhupada explains that people who don't follow the scriptures, they're called sahajyas. Sahajya meaning somebody who takes something to be very cheap. И потом Шрила Прабхупада объясняет, что тем, кто не следует принципам священных писаний, обычно называют сахаджиями. Сахаджи — это те, кто берет что-то очень задешево. And they have their own concocted ideas about how to perform devotional service. И у них есть какие-то собственные измышления о том, как заниматься преданным служением. They may say, oh, it doesn't matter if you smoke cigarettes or not. Oh, it doesn't matter if you're a vegetarian or not. It doesn't matter what principles you follow. Они могут говорить, неважно, курите вы или не курите, вегетарианец вы или нет, неважно, следуете вы принципам или не следуете. You know, the sahajyas, they think everything is so cheap that they can do whatever they like. And then this creates a big disturbance to devotional service.
И сахаджи думают, что все достаточно легко и все достаточно дешево, и поэтому они делают все, что они хотят, и это создает беспокойство в преданном служении. So prior to the appearance of Bhaktivinoda Thakur, this was the situation. There was a great decline in Gaudiya Vaishnavism due to the presence of so much Sahajaism. In the presence of Bhaktivinoda Thakur, yeah? Yeah, before Bhaktivinoda Thakur came. И перед тем, как пришел Бхактивинод Такур, было очень много сахаджи, которые как раз и мешали преданному служению. So it was Srila Bhaktivinoda Thakur, and then with the help of his great son Bhaktisiddhanta Saraswati, they established what was actually the proper behavior of a devotee. И именно Бхактивинода Такур и его великий сын Бхактисиддханта Сарасвати Такур, они установили должное поведение, они показали, что это такое. Hare Krishna. Something happened when I can hear you. Yeah, just a minute. Broadcast failed. Something went wrong. Wait, I have to log in again to this. So Srila Bhaktisiddhanta Saraswati and Srila Bhaktivinoda Thakur, by their very knowledgeable and very strict standards of the principles of devotional service, they were able to restore the position of Lord Chaitanya's movement. И Бхактивинода Такур и Бхактисиддханта Сарасвати Такур, так как они были великими знатоками ведических принципов, они и принципов преданного служения, они снова восстановили те принципы, которые проповедовал Господь Чайтанья Махапрабху. You can read more. Данное утверждение может вызывать возражения со стороны тех, кто не занят преданным служением и не считается с наставлениями богооткровенных писаний. Пример тому можно видеть в философии буддизма. Господь Будда происходил из семьи, принадлежавшей к знатному роду царей-кшатриев, но его философия противоречит учению Вед и поэтому неприемлема. Благодаря покровительству царя Индуса Махараджа Ашоки буддизм распространился по всей Индии и соседним странам. Но после прихода великого учителя и бескомпромиссного проповедника Шанкарачарьи он был практически полностью вытеснен из Индии. So Prabhupada is describing about the history of the appearance of Buddhism. И здесь Шрила Прабхупада описывает историю появления буддизма. There was a king, a Hindu king, Emperor Ashok, Maharaj Ashok, and somehow he had become a Buddhist. И царь индус Махарадж Ашока, он стал буддистом. Maharaj Ashok had seen a lot of violence, and he'd become very, he felt very sorry that so many people had been killed and injured, and he took up the philosophy of Buddhism, which gave a lot of emphasis to non-violence. И поскольку Махарадж Ашока совершил очень много насилия, он очень сожалел об этом, поэтому он принял эту философию, которая говорит о ненасилии. So, Buddhism, for them, the highest principle of religion is non-violence. But in Krishna consciousness, we consider that to be a sub-religious principle. It's not the highest principle of religion. It's simply one of the lower principles of religion. И в буддизме самый высокий принцип это не насилие, но в вайшнавизме ненасилие это является не самым высшим принципом, это дополнительный принцип, один из низших. So the Buddhist philosophy
was taken up by this King Ashok, and he helped to spread it all over India, and then it spread also outside of India. И философия буддизма была принята Махараджем Ашокой, и он распространил ее по всей Индии, а также за ее пределами. It came into places like what is now Burma and Sri Lanka and Nepal and Malaysia. Most of Southeast Asia all became affected with the Buddhist teaching. И эта философия распространилась и в Бирме, в Шри-Ланке, в Непале, практически по всей Юго-Восточной Азии. So the Buddhist teachings go against the Vedas. Sometimes people ask, why don't we observe the appearance of Lord Buddha? Because Lord Buddha is one of the avatars of Krishna. So why don't we celebrate the appearance of Lord Buddha like we celebrate the other avatars' appearances? И философия буддизма, она противоречит философии, вайшнавской философии. Иногда преданные спрашивают, почему мы также не отмечаем явление Господа Будды, ведь он является одним из аватаров Господа Кришны. But it's pointed out, we don't observe Lord Buddha's appearance because Lord Buddha didn't follow the Vedas. He rejected the Vedas. И здесь ясно сказано, что да, ясно дается понять, что мы не отмечаем явление Господа Будды, потому что он не следовал учению Вед. Lord Buddha was actually making a reaction against the caste system, against the system of people being brahmanas and being designated as brahmins and kshatriyas. He was actually making a reaction against that, because the brahmanas had become corrupted and degraded. И на самом деле Господь Будда выступал против системы, против браманов, поскольку они были очень коррумпированы, и он выступал против этой системы, против них. With the Lord Buddha taught everybody's equal. There's no need to designate people, Brahman, Kshatriya, Vaishya, everyone's equal. So people like that, oh yeah, we're all equal. So this was the Buddhist idea, that ultimately, we're all equal, and there's no caste, so there's no brahmanas, so there's no recitation of the Vedas. So they didn't follow the Vedas anymore. И таким образом Господь Будда говорил, что все равны, нет никаких каст, нет разницы между браманом, кшатрией, вайшьем и шудрой, что все равны, и таким образом эта идея очень людям нравилась, и поскольку в этом, как он говорил, не было никакого смысла, таким образом не было и смысла в Ведах. And the situation became so bad that Mathura became like a Buddhist capital. And if you go today to the museum in Mathura, you'll see so many Buddhist relics are there from that time. И ситуация стала настолько плохой, что Мадхура стала центром буддизма, и даже в наши дни вы можете в Мадхуре пойти в музей буддизма и увидеть, как много реликвий осталось с тех времен. So Shankaracharya appeared and he defeated the Buddhist philosophy and brought back the Vedas and brought back the Varnashram Dharma. И пришел Шанкарачарья и разрушил философию буддизма и восстановил Варнашрама Дхарму. And of course it took some time. Shankaracharya appeared, and then the other Vaishnava Acharyas, Ramanuja, Madhvacharya, and then Lord Chaitanya, and even in Lord Chaitanya's time there were still Buddhists there, and it was Nityananda's son, Virabhadra, converted many Buddhists to Krishna consciousness.
И также вместе с Шанкарачарьей пришло много других великих ачарьев, Рамануджа, ачарья Мадава, ачарья сам, Чайтанья Махапрабху. Однако даже во времена Чайтаньи Махапрабху еще оставались буддисты, например, Вирабхадра, he was the son of Nityananda. Он был сыном Нитьянанды, он также проповедовал буддизм. Virabhadra was preaching the Buddhism? No, he defeated the Buddhists. Прошу прощения, Вирабхадра также выступал против буддизма, сын Нитьянанды. Он также участвовал в том, чтобы разрушить его. So, the Buddhist philosophy is described. Shankaracharya's philosophy. Of course, Shankaracharya preached the Advaita philosophy, but it was able to defeat the Buddhists, and he brought back the Vedas. И Шанкарачарья проповедовал философию Адвайты, и он таким образом низвергг философию буддизма и восстановил авторитет Вед. The Buddhist philosophy is that everything is zero, nothing is real, everything is void. И философия буддизма заключается в том, что все есть ноль, нет ничего реального, нет ничего настоящего. So Buddhists don't believe in God. They never speak about God. They don't believe in God. They don't believe Buddha is God. They just say he's not man and he's not God, he's Buddha. И проповедовалась эта философия буддизма, это философия пустоты, и эти люди, они не верили в Бога, они даже не говорили о том, что Будда это Бог, они просто говорили, что Будда это не человек, не Бог, это просто Будда. And so those people who practice Buddhist philosophy, their goal is to also become a Buddha. И поэтому цель людей, которые следуют философии буддизма, тоже стать Буддой. So Shankaracharya, he taught everything is not zero. He taught everything is one. So that was the difference. The Buddhists were saying everything is zero. Shankaracharya said no, everything is one, and that one is Brahman. И Шанкарачарья учил тому, что все едино, единство есть все. Если буддисты учили, что буддизм учил, что все это ноль, то Шанкарачарья говорил, что все есть, все едино, что все есть Брахман. Okay, read some more. Буддисты и приверженцы других религий, не признающие авторитета богооткровенных писаний, иногда говорят, что многие последователи Господа Будды занимаются преданным служением Господу Будде и потому тоже должны считаться преданными. На это Рупа Госвами отвечает, что последователей Будды нельзя причислять к преданным. Хотя Господь Будда и считается воплощением Кришны, последователи подобных воплощений не слишком сведущи в Ведах. Смысл изучения Вед в том, чтобы понять превосходство личного аспекта Бога над остальными. Следовательно, любая религиозная доктрина, отрицающая превосходство личности Бога, неприемлема и считается атеистической. Атеизм подразумевает отрицание авторитета Вед и открытое осуждение великих ачарьев, проповедовавших ведические писания ради блага всего человечества. So, Prabhupada is explaining why these Buddhists, although they may say they have devotion for Buddha, we cannot accept them as devotees. И Шрила Прабхупада здесь говорит, и хотя кажется, что они были преданными Господа Будды, однако мы их не можем таковыми считать. They do not understand who is Lord Buddha. They think they don't believe in God and they don't believe in the Vedas, so they cannot be devotees. И они не понимают, кто такой Господь Будда, они не принимают Бога, они не принимают Веды, поэтому они не могут быть преданными. And they talk about having devotion for Buddha, but their goal is to become a Buddha. И они говорят о преданности Господу Будде, но их цель состоит в том, чтобы стать Буддой. So Buddhism is an atheistic philosophy. И буддизм является атеистичной философией. Go ahead.
Шримад Бхагаватам говорит о Господе Будде как о воплощении Кришны, но в том же Шримад Бхагаватам говорится, что Господь Будда пришел, чтобы ввести в заблуждение атеистически настроенных людей. Его философия предназначена для того, чтобы запутать атеистов, и мы не должны ее принимать. На вопрос, зачем Кришне нужно проповедовать атеистические принципы, можно ответить, что в намерение Верховного Господа входило положить конец насилию, которое в то время оправдывалось ссылками на Веды. Так называемые священнослужители прикрывались Ведами, чтобы оправдать свое пристрастие к плоти убиваемых ими животных. И Господь Будда пришел, чтобы отвратить падших людей от этого ложного толкования Вед. Кроме того, Господь Будда проповедовал атеизм, чтобы атеисты пошли за ним. Так, с помощью этой уловки он вовлекал их в преданное служение Господу Будде, то есть Кришне. So, from Srimad Bhagavatam we learn Lord Buddha appears to bewilder the atheists, because the atheists don't believe in God. So Lord Buddha appears and he said, yeah, just follow me. You don't have to worry about God, just follow me. И в Шримад Бхагаватам говорится о том, что Господь Будда воплотился для того, чтобы сбить с толку атеистов, чтобы они следовали за ним. Lord Buddha didn't say there's God, he didn't say that there's no God. He said you should find out. He didn't say there's soul, he didn't say there's no soul. He said you have to find out. И он не говорил, что есть Бог, он также не говорил, что нет Бога. Он не говорил, что есть душа, но он и не говорил, что нет души. Он говорил, вы должны это найти сами. Some people, they claim that Buddha is teaching that there's no soul, anatma meaning no soul. But Lord Buddha didn't say there's no soul, he didn't say there is a soul, he didn't say there's no soul. He said you have to find out. И некоторые люди, они выдвигали претензии, что Господь Будда, он говорил о том, что нет души, но на самом деле он этого не говорил. Он не говорил о том, что она есть, но он не говорил и о том, что ее нет. И он говорил о том, что вы должны обнаружить, найти это сами. So it's the duty of the teacher to teach according to the ability of the student to understand. И обязанность учителя научить ученика в соответствии с его способностью понять учение. The teacher has to understand the ability of the student. And Lord Buddha understood these people are very fallen. They don't believe in God. They don't have any understanding about God. So he just taught them, follow me. И Господь Будда понимал способности своих учеников, их квалификацию. Он знал, что они падшие, что они не верят в Бога, и поэтому он говорил, просто следуйте за мной. So they followed Lord Buddha. Lord Buddha, he's actually God, so he tricked them. That they don't believe in God, but they follow Lord Buddha. They like Lord Buddha, they follow him, they believe in him, and that way they get some benefit. И таким образом они в Бога не верили, но при этом они следовали за Господом Буддой, а Господь Будда, а Будда это сам Господь, и поэтому таким образом он их обманул. То есть не веря в Бога, они следовали за ним, и таким образом это было для них благом. Okay, go ahead. Расспрашивать, next one, yeah? Yeah. Расспрашивать о вечных принципах религии, это следующий принцип. В Нарадия Пуране говорится, тот, кто по-настоящему серьезно относится к преданному служению, без промедления достигнет всех своих целей. Next. Yes, well, Naradya Purana. Huh? Yeah. Yes. So the statement is saying that one has to make inquiries about the principles of religion. Hare Krishna. Yeah. И в данном утверждении говорится, что тот, кто по-настоящему интересуется принципами преданного служения, религиозными принципами.
If we're very serious about devotional service, we will want to understand what we're doing and why we do these different activities. Тот, кто серьезно относится к преданному служению, тот понимает, что мы делаем и зачем мы это делаем. So it's the duty of the student to inquire and to get that understanding. He has to put proper questions before the teacher in order to understand everything properly. И обязанностью ученика является задавать вопросы учителю, чтобы, задавая вопросы, получать ответы ради того, чтобы понимать все правильным образом. This is stated in the Bhagavad Gita in the 4th chapter that you want to learn the truth, you have to approach a spiritual teacher and you have to put questions before him to understand. И это также утверждается в 4 главе Бхагавад-гиты, где говорится, что если ты хочешь узнать истину, обратись к духовному учителю и задавай ему вопросы. This is the duty of the disciple when they approach the teacher, that they will question him, they will want to understand more. И это является обязанностью ученика приходить к духовному учителю и задавать ему вопросы, чтобы понять больше. And when we put questions, then we will get the answers, everything will be revealed. И когда мы задаем вопросы, таким образом мы получаем ответы, и все становится очень ясно. Okay, go ahead. Быть готовым оставить все материальное ради удовлетворения Кришны. В Падма-пуране говорится: того, кто оставил материальное чувственное наслаждение и принял принципы преданного служения, уготованы богатства Вишну-логи, царство Бога. So if we want to get Krishna consciousness, we have to be willing to give up the material attachments. Если мы хотим получить сознание Кришны, то мы должны быть готовы отвергнуть материальные привязанности. Material life, we always want to make ourselves comfortable. We're always looking for a nice, comfortable situation to surround ourselves with different things to satisfy the senses. И в материальной жизни мы хотим сделать, чтобы все было для нас комфортно, обставить себя какими-то комфортными вещами, чтобы наши чувства получали удовлетворение и радость. But if we want to get Krishna consciousness, we have to have a little bit renunciation. We have to be willing to let go of the material things. И если мы хотим обрести сознание Кришны, то мы должны немного быть отреченными and to have that goal to let go of the material. И иметь целью отпустить какие-то материальные вещи. We know how the Goswamis, the 6 Goswamis of Vrindavan, they were from very aristocratic, wealthy families, but they left everything to go and live in Vrindavan. И мы знаем, что 6 Госвами Вриндавана, они все были родом из аристократических семей, но однако они оставили все ради жизни во Вриндаване. They left all their wealth, they left their families, and they were living in Vrindavan and sleeping under a different tree every night. Они оставили свое богатство, оставили семью, и они жили во Вриндаване. Каждую ночь они спали под разными деревьями. Of course, we cannot imitate that kind of behavior, but the principle is we have to become detached from luxury. Конечно, мы не можем имитировать такой стиль поведения, но принцип в том, что мы должны быть отреченными от роскоши. And when we give up the material, then Krishna will give us more of the spiritual. И когда мы отбросим все материальное, Кришна нам даст больше духовных вещей. The opulence of the material world is insignificant compared to the opulence of the spiritual world.
Богатство материального мира очень незначительно по сравнению с богатством мира духовного. This material world is just a dim reflection of the spiritual world. Материальный мир — это лишь тусклое отражение мира духовного. So the opulence of the spiritual world is waiting for us. You want opulence, you want luxury, go to the spiritual world. There's nothing here in this material world. И богатство духовного мира ждет нас. В материальном мире нет ничего. И если вы хотите богатства и роскоши, идите в духовный мир. Go ahead. Следующий принцип — жить в святом месте. В Сканда-Пуране утверждается, что человека, прожившего в Двараке 6 месяцев, месяц или хотя бы 2 недели, уготовано восхождение на Вайкунтха-Локи и все преимущества Сарупья-Мукти, возможности обрести четырехрукое тело, подобное телу Нараяны. So, residing in a sacred place is one of the important items of devotional service. It's very conducive for our spiritual advancement. И проживание в святом месте является одним из принципов преданного служения. Это очень благоприятно для нашей духовной жизни. Because in a sacred place there will be many saintly people and there will be a very powerful spiritual atmosphere. Потому что в святом месте очень много святых людей, и там очень могущественная духовная атмосфера. So the scriptures encourage devotees that it's very good if you can go and spend some time living in the holy place. Поэтому священные писания призывают людей, о том, чтобы они жили, чтобы они проводили какое-то время в священном месте, поскольку это принесет им большое благо. And one of the holy places here mentioned is Dwarka, that you can go to live in Dwarka, and if you spend, even mentions here, well, first it stays 6 months, you cannot stay 6 months, then maybe 1 month, you cannot even stay 1 month, maybe just 2 weeks. If you can spend 2 weeks in Dwarka, then it's very, very powerful. И проживание в святом месте, как здесь, например, упомянута Дварака, вы можете прожить там 6 месяцев. Если не можете 6 месяцев, то хотя бы месяц. Если не можете прожить месяц, то хотя бы 2 недели проживания там будет очень могущественным. And the benefit is, the scripture says, that you can get a spiritual body. You'll get a form like Lord Narayan in the spiritual world. И благо состоит в том, что вы можете благодаря этому получить духовное тело, как у Господа Нараяна, и обрести духовную форму тела. So, of course, we all would like to go back to Godhead. We want to go back to Godhead, we have to prepare. And a good preparation is going to live in the holy place. Конечно, мы все хотим вернуться в Богу, и мы должны к этому подготовиться, и хорошей подготовкой к этому будет проживание в святом месте. Okay, go ahead. В Брахма-Пуране говорится: трансцендентное значение Пурушоттама-кшетры, поля Господа Джаганатхи, площадью 80 квадратных миль невозможно описать. Даже полубоги с высших планетных систем видят у жителей Джаганатхапури такие же тела, как и у обитателей Вайкунтхи. То есть они видят жителей Джаганатхапури четырехрукими. So another holy place is Purushottam Kshetra, which means Jagannath Puri, the place where Lord Jagannath resides with his brother Balaram and sister Subhadra. И следующим святым местом является Пурушоттама-кшетра, то есть Джаганатха-Пури, где появился Господь Джаганатха с его братом Баларамой и сестрой Субадрой. And so it's described here that the demigods who are living in the higher planets in the universe, that they see the people living in Jagannath Puri as having 4-armed forms. In other words, as being
people of Vaikuntha. И здесь описывается, что полубоги с высших планет Вселенной видят у жителей Джаганатха-Пури такие же тела, как у обитателей Вайкунтхи, они четырехрукие. То есть они видят четырехруких людей. Just by going to live in Jagannath Puri, you can become qualified to have a body like Lord Narayan, four-armed form. И только благодаря проживанию в Джаганатха-Пури вы становитесь квалифицированными обрести тело, подобное телу Господа Нараяни, то есть обрести четырехрукую форму тела. So, this is, of course, very holy place, Jagannath Puri. Lord Chaitanya Mahaprabhu came to live there after taking sannyas, and he spent 18 years living in Jagannath Puri. И, конечно, Джаганатха-Пури — это очень святое место. Господь Чайтанья приехал туда после принятия саньясы, и он прожил там 18 лет. And even though like Westerners like us are not allowed to go into the temple, just being in the holy place itself is very purifying. И хотя западных людей, таких как мы, не пускают в храм, однако просто пребывание в святом месте, в этом святом месте очень благоприятно. We know Haridas Thakur was living there and chanting the holy name. He also wasn't going to the temple. And Sanatana Goswami, Rupa Goswami, they came there also. They stayed there. They didn't go to the temple. But just being there, having darshan from the beach, of darshan of the chakra on top of the temple, is as good as seeing the deity. Мы знаем, что Харидас Такур жил там и воспитывал там святое имя, его также не пускали в храм, также там жили Санатана Госвами и Рупа Госвами, и они также не заходили в храм, и они просто получали благословение, получали даршан чакры, которая находится на храме Господа Джаганатхи. Это то же самое, что и получить даршан самого Господа, самих божеств. Пересказывая Шримад Бхагаватам великим мудрецам, собравшимся в лесу на Наймишаранья, Сута Госвами так описал величие Ганги. Воды Ганги напоены ароматом листьев туласи, предложенных лотосным стопам Шри Кришны, и потому воды ее вечно текут, распространяя славу Господа Кришны. Ганга освещает земли, по которым течет и изнутри, и снаружи. This is describing Sutta Goswami meeting with the sages at Naimisharanya. Of course, Sutta Goswami was speaking Srimad Bhagavatam to the sages, and one point they were discussing about the importance of the Ganges. И здесь описывается встреча Сута Госвами с мудрецами на Наймишаранье, когда Сута Госвами рассказывал им Бхагаватам, и одной из тем была тема о Ганге. So just a couple of days ago there was a very important festival called Makar Sankranti, when we devoted many people would go to take bath in the Ganga. И пару дней назад был большой праздник, который называется Макара Санкранти, когда многие преданные принимали омовение в Ганге. Makar Sankranti refers to the change in the motion of the sun. That the sun was moving, the sun changed from moving south, began to move to the north. So this happened just a couple of days ago. Every year this day, Makar Sankranti. И Макара Санкранти знаменует собой переход, изменение движения Солнца, то есть Солнце переходит с движения в южном направлении и начинает двигаться в северном направлении. И этот переход называется Макара Санкранти, и он отмечается каждый год. And the Ganga flows into the ocean at the place called Ganga Sagar, where the Ganges meets the ocean, Ganga Sagar. И Ганга впадает в океан в месте, которое называется Ганга Сагара.
And there's a temple of Lord Kapila. Kapila Muni's ashram is there at Gangasagar. И в Гангасагаре есть ашрам Господа Капилы, есть храм Господа Капилы. So every year they have a big mela, a big gathering, hundreds of thousands of people all come there to worship Lord Kapila and to take bath in the Ganga there. And they come on that day of Makar Sankranti. И каждый год сотни тысяч, миллионы людей приходят, собираются в этом месте, в Гангасагаре, чтобы поклониться Господу Капиле и принять омовение в Ганге именно в этот день Макара Санкранти. And the reason is because they come there because the water of the Ganges, the Ganges water is so purifying that we want to be purified. And people understand simply by taking bath in the water of the Ganges, they can become purified internally and externally. И воды Ганги несут очищающее действие, и люди это понимают, и поэтому они собираются, приезжают в то место и принимают омовение в водах Ганги, благодаря чему, благодаря этому омовению мы становимся чистыми и внутри, и снаружи. Before the appearance of Lord Krishna in the Yadu dynasty 5,000 years ago, before that time, the Ganga, the water of the Ganges, was the main purifying substance on the planet Earth. И 5000 лет назад, до появления Господа Кришны и всей династии Яду, воды Ганги были главной очищающей субстанцией на планете Земля. Of course, we know water is very purifying, but the water of the Ganges is much more purifying than any ordinary water. It is not ordinary water, because the water of the Ganges comes from the lotus feet of Lord Vamanadev. И мы знаем, что любая вода очищает, но воды Ганги очищают по-особому. Это самые очищающие воды, потому что они исходят из стоп Господа Ваманадева. Yeah, Lord Vamanadev came to help the demigods get back the heavenly planets from Bali Maharaj. Господь Ваманадев явился ради того, чтобы помочь полубогам вернуть высшие планеты, забрав их у демонов. And Lord Vamanadev came begging 3 steps of land, and Bali Maharaj agreed to give him 3 steps. But when Vamanadev took a step, with one giant step, his toe pierced the covering in the universe. И Господь Ваманадев попросил как подаяние 3 шага земли, и Бали разрешил ему это сделать, и своим первым шагом Господь Вамана покрыл всю Вселенную. Each of the universes are like eggs, and there's coverings around each of the universes. The planets are inside the covering, and on the outside you have coverings, and you have coverings of earth and water and fire and air and ether. И каждая вселенная, она похожа на яйцо, и внутри этой вселенной находятся разные планеты, а снаружи есть такая оболочка из разных элементов, из земли, огня, воды, воздуха. And then outside of the covering, then you have the causal ocean, where Mahavishnu is residing. И снаружи этой оболочки находится причинный океан, где возлежит Господь Махавишну. So when Lord Vamanadev took his step, with one step he had pierced the covering, made a hole in the universe, and the water from the causal ocean came in. И своим первым шагом Господь Ваманадев покрыл всю Вселенную, и таким образом вода причинного океана начала выходить из берегов. So that water was from the causal ocean, and it comes down
into the universe by washing the feet of Lord Vamanadev. И эта вода из причинного океана наполилась во Вселенную и таким образом стала омывать стопы Господа Ваманадевы. So the water of the Ganges is the Abhishek water, which has washed the lotus feet of Lord Vamanadev. Таким образом, воды Ганги — это вода, это Абхишека, омовение лотосных стоп Господа Ваманадева. So this water was initially only in the higher planets. It was only there in the heavenly planets, and it was called by the name Mundakini. И первоначально эти воды текли только на райских планетах, и Ганга называлась там Мундакини. But there was a great king called Maharaj Sagar, and he was doing some Vedic Aswamedha Yagya, and at one point the horse went missing. So his sons, he had 16,000 sons, they all went to look for the horse. И жил такой Махарадж, великий Махарадж Сагара, и он проводил ведическую Ашвамедха-ягью, жертвоприношение коня. И этот жертвенный конь, он потерялся, и 16 тысяч сыновей Махараджа Сагара отправились на его поиски. So when they were looking for the horse, they found the horse, and they saw there was this yogi sitting meditating beside the horse, and this person sitting meditating was Lord Kapila. И в конце концов они нашли этого коня, и неподалеку они увидели йога, который сидел в медитации, и этим йогом был Господь Капила. So these sons of Sagar Maharaj, they thought Lord Kapila had stolen the horse, and they became angry, and they were going to do some violence to Lord Kapila. And as a result of their mentality, their bodies all burned to ashes. И увидев жертвенного коня рядом с Господом Капилой, сыновья Махараджа Сагары подумали, что это именно он украл жертвенного коня, и таким образом они уже хотели совершить насилие над ним, но благодаря его ментальной силе они все были сожжены в пепел. So in order to deliver them from their offense, they were thinking how to get the water of the Ganges to come here. И чтобы смыть последствия своего оскорбления, they were thinking. The kings, Maharaj Sagar. И Махарадж Сагара думал, как принести воды Ганги ради их спасения. So they began to do austerities. Maharaj Sagar, and then his son, he had another son by a different wife, and then they could not get the water of the Ganges to come. And it took several kings, different generations of kings, finally came to Maharaj Bhagirat, and he was very powerful when he got the Ganga to come. И Махараджа Сагар совершал великие аскезы, дабы воды Ганги спустились на землю, и также эту аскезу совершал его сын от другой жены. И эту аскезу продолжали себе совершать несколько поколений царей, и таким образом только Махараджу Бхагиратхе удалось сделать так, чтобы Ганга спустилась на землю. So, to come to earth, because she said, if I come there, the sinful people will all come and bathe in my water, and I will have to take their sinful reactions. И Ганга сказала, если я спущусь на землю, то все греховные люди будут приходить и принимать омовение в моих водах, и я буду забирать их греховные реакции. We know a lot of
materialistic people, they take advantage of Ganga to come and bathe in her water to get some purification, and then they continue to do sinful activities. И мы знаем, что много материалистичных людей приходят и принимают омовение в водах Ганги, дабы принять это, получить это благо от нее, благо очищения, и затем они снова продолжают грешить. So Mother Ganga didn't want to take all their sinful reactions, but Maharaj Bhagirath said, yes, he said, but if you come, the saintly persons will also bathe in your water, and they will neutralize all of these sinful reactions. И Ганга не хотела, чтобы все реакции этих греховных людей входили в ее воды. Но Махарадж Бхагиратха сказал, в твоих водах будут принимать также омовение и святые люди, они таким образом будут нейтрализовать все греховные реакции. You will be blessed with the dust from the body, from the feet of these great saintly persons who come and bathe in your water. И ты будешь благословлена пылью со стоп и с тел святых людей, которые будут принимать омовение в твоих водах. And Ganga was also worried about the force of her water on the earth planet, that it would inundate the earth planet and knock it out of orbit. But Maharaj Bhagirath arranged that Lord Shiva would take the Ganga on his head and then flow down from the head of Lord Shiva. И Ганга также переживала, что мощь потока ее вод снесет землю с орбиты своей силой. Но Махарадж Бхагиратха устроил все так, что Господь Шива принял воды Ганги на свою голову, и потом с его головы они уже стекали на землю. So the water of the Ganga is not ordinary water. You can keep it for months and years and it won't have any smell. It's not like any other water. It's very special. И воды Ганги это не какая-то обычная вода, это очень особая вода. Вы можете хранить ее месяцами и годами, но у нее даже не появится никакого запаха. And there are many people, they only take bath in the Ganga every day. In this way they keep very good health. И есть люди, которые каждый день принимают омовение в Ганге, поэтому у них очень хорошее здоровье. There was one king of Jaipur who went to, he was taking the boat, he was going to England and he went by boat, but he had the custom only to take bath in the water of the Ganga. So he had a big lota, giant sized lota made, and he had it all filled with Ganga water. And in this way, when he went to England, he was able to take bath every day in Ganga water. И был один такой царь, джайпурский царь, и он отправился в Англию на корабле, но поскольку таким образом он лишался возможности каждый день принимать омовение в Ганге, он соорудил очень большой чан, который наполнил водами Ганги, и таким образом у него была возможность принимать в ней омовение ежедневно. So it's described here, the water of the Ganges always carries the flavor of tulsi offered at the lotus feet of Krishna. И здесь упоминается также, что воды Ганги наполнены ароматом листьев туласи, которые предложены лотосным стопам Господа Кришны. So the water of the Ganges helps to spread the glories of Lord Krishna. Таким образом, воды Ганги помогают распространять славу Господа Кришны. And Queen Kunti prays to the Mother Ganga. She prays that as the Ganges forever flows to the sea without hindrance, let my attraction to Krishna be in the same way. И она молилась, что воды, подобно тому, как воды в Ганге впадают в океан без всяких преград и препятствий, моя преданность Господа Кришны подобна этому. Тваи мей нанда вишая матир маду пате сакрет ратим падвахатат ада ганге вогам уданвати.
Tvaimenanya Vishaya Matir Madhupate Sakrit. Without hindrance, the water of the Ganges, it flows, very strong current there in the water of the Ganges. So we want our attraction to Krishna to be like that, just like the Ganga flows strongly to the sea. Let us always be attracted to Krishna. И она говорила о том, что воды Ганги текут в океан, не встречая никаких препятствий на своем пути, поскольку ее воды очень сильны, и пусть моя привязанность к Кришне будет такой же сильной, как эти воды. So we'll stop today. Сегодня мы здесь остановимся. Are there any questions? Есть ли какие-то вопросы? Yes, there is some questions in the chat. Лена Матаджа, вы хотели задать? Да, Харе Кришна, дорогие преданные, Гуру Махарадж, мои поклоны примите, пожалуйста. Такой вопрос у меня. Скажите про плоды служения. Я не умею их передавать вам и Кришне. Автоматически происходит присваивание плодов себе и наслаждение ими. Какая хорошая. Потом, когда вспоминаю, что сделала это по милости учителя и Кришны, уже поздно. И как быть в такой ситуации? Как сразу все давать Гуру Кришне? Ничего не получается. Спасибо, Харе Кришна. Кришна, Гуру Махарадж, and the devotees. Guru Maharaj, I don't know how to give all the fruits of my service to you and Krishna. The fruits are automatically assigned to myself, and I enjoy them. Then, when I remember that I did it by the grace of the Guru and Krishna, it's already too late. What should I do? How should I give everything to Guru and Krishna at once? Well, you just have to practice. The consciousness will come more and more. You keep thinking that you should give the fruit to Guru and Krishna. You have to practice like that. You may not immediately be able to do this, but gradually with practice you remind yourself that this belongs to Krishna. This is Krishna's, it's not mine. И это на самом деле придет с практикой, то есть вы должны продолжать делать то, что вы делаете, просто напоминая себе каждый раз, что это все принадлежит Кришне, это не принадлежит мне. In Bhakti Yoga, first we surrender and then we give everything. But in Karma Yoga, we work and then we give what we earn to Krishna. Guru Maharaj, please repeat once again. There was no quite good connection. In Bhakti Yoga, the devotee surrenders first and then offers everything for the service of Krishna. В бхакти-йоге преданный сначала предается, а потом отдает все ради служения Кришне. But before we can actually do Bhakti Yoga, we have to do Karma Yoga. And Karma Yoga is where we work and then we give to Krishna. Но перед тем, как заниматься бхакти-йогой, мы должны сначала делать карма-йогу, и в которой мы должны сначала работать, а плоды отдавать потом Кришне. You're attached to work, you're attached to some activity and you enjoy, but then you give something of the result to Krishna. Вы наслаждаетесь своей работой, вы наслаждаетесь своей деятельностью, но потом вы получаете какую-то радость от этого, но потом вы отдаете какие-то из результатов Кришне. But you didn't have the intention of immediately doing everything for Krishna. Но у вас нет
какого-то намерения отдать Кришне все тут же, сразу же. It came later. Later on you were reminded that I have to give to Krishna. Это приходит позже, вы позже вспоминаете, я должна отдавать все Кришне. So you're more of a karma yogi than a bhakti yogi. И таким образом вы больше карма-йог, чем бхакти-йог. If you're not remembering Krishna, you're not thinking to give everything to Krishna, then this is more karma yoga than bhakti yoga. То есть, если вы не думаете о том, что нужно все отдать Кришне, то это больше карма-йога, чем бхакти-йога. But karma yoga is also good, and gradually your karma yoga will become more bhakti. As you go on practicing, you will develop more the mood of devotion. И карма-йога это тоже хорошо, и она постепенно превратится в бхакти-йогу, если вы будете развивать в себе умонастроение преданности. You have to be patient, you have to be determined and keep trying. And gradually Krishna is going to help you to remember him and work for him and offer to him. И вы должны проявлять смирение и решимость на этом пути, и постепенно Кришна даст вам эту возможность работать для него и work for him. Yes, work for him and offer him. Работать для него и предлагать ему плоды. Thank you very much. Okay. Next question. Yes. Марина Матаджи, вы хотели задать вопрос. Хари Кришна, Гуру Махарадж, примите мои смиренные поклоны, все слава Шриле Прабхупаде. Это Марина Матаджи, город Санья, Китай. Скажите, пожалуйста, нужно ли медитировать на то, что когда-то настал тот момент, чтобы мы смогли жить в святом месте? Или если нет преданных рядом, медитировать, чтобы кто-то из преданных появился здесь? Спасибо. Hare Krishna, Guru Maharaj, please accept my humble obeisances. All glories to Srila Prabhupada. This is Marina Mataji from Sanya, China. The question is, do we need to meditate on the fact that the moment has come for us to live in a holy place, or if there are no devotees nearby, meditate that one of the devotees will appear here, will come here. Thank you. Do we need to meditate like that? Yeah. Yes, you should meditate that where you're living is a holy place. You should think of where you live, or even you're not in a holy place, you should be thinking of a holy place. Да, мы должны медитировать на это, и даже если вы живете не в святом месте, вы можете думать о святом месте. Because we should always be remembering Krishna, and Krishna is always in the holy place. Мы всегда должны помнить о Кришне, а Кришна это всегда святое место. So you should be thinking about the land of Vrindavan, the holy land, Govardhan Hill, the Yamuna River. We should be remembering all of these things. И вы всегда должны думать о Вриндаване, о холме Гвардхане, о реке Ямуне. Мы всегда должны помнить об этих вещах. We want to keep Lord Krishna in our mind and our memory. We have to meditate. We have to think about these places. Мы должны стараться держать Господа Кришну в своем уме, помнить о нем. Мы должны думать обо всех этих местах. Lord Krishna is not different from the holy Dham. Господь Кришна не отличен от святой Дхамы. So we should always be remembering the holy Dham. We should be thinking about the Lord, His different pastimes, what pastimes took place in that place, which forest was it? Krishna had the forest fire,
And what happened? When did these different things take place? Мы всегда должны думать о Господе, об играх Господа, о различных местах, где эти игры проходили, допустим, о лесе, где случился пожар, да, и в тех местах, где какие-то происходили события, связанные с Господом. Some devotees, they can remember what particular pastimes take place in each of the different seasons of the year. Некоторые преданные помнят, медитируют на различные игры Господа, которые проходили в разные времена года. There are many different ways in which we can apply our mind to remember Krishna. And remembering Krishna means also remembering the holy Dham. И есть различные таким образом способы, как погрузить свой ум в памятование о Кришне, а размышление о Кришне — это память о Кришне, это памятование о святом месте, о святой Дхаме. So even though you're far away from the holy Dham, you can still be remembering the holy Dham. И даже если вы находитесь далеко от святой Дхамы, вы можете о ней помнить. When you walk along the beach at Sanya, you can think about Lord Chaitanya, how when he saw the ocean, he thought it was the Yamuna River. Допустим, прогуливаясь по пляжу в Санья, вы можете думать о Господе Чайтанье, как он, находясь на берегу океана, он думал про океан, что это река Ямуна. And the sand there along the beach, that is also similar to Jagannath Puri, and also sand dunes are there in Vrindavan. И песок, который находится у вас на пляже, это такой же песок, как песок Джаганнатхапури или во Вриндаване. So this way you have to be training the mind to think of Krishna. Таким образом вы будете тренировать свой ум думать о Кришне. And thinking of Krishna's place, Krishna's residence. И думать о месте, где живет Кришна. In the Brahma Samhita, we hear about how Lord Brahma describes Krishna's residence. How it's all Chintamani, the dust is all Chintamani in the holy Dham. И в Брахма-самхите мы можем прочитать о том, как Господь Брахма описывает место, в котором живет Господь Кришна. Он говорит о том, что вся пыль там — это Чинтамани, камни Чинтамани. And all the trees are Kalpa Vriksha. So you should think that also the trees there where you are, you think of them how they compare to the Kalpa Vriksha, desire trees in Vrindavan. И все деревья — это деревья Калпаврикша. И вы можете думать, глядя на деревья там, где вы находитесь, что это деревья Калпаврикша, деревья во Вриндаване. And you should think about the different animals who are there in Vrindavan, the peacocks and the parrots, and the monkeys and the cows. Вы можете думать о различных животных, которые живут во Вриндаване, о павлинах, попугаях, обезьянах, коровах. We have to practice remembering Krishna. This is how we do it, by thinking about the holy Dham. Мы должны практиковаться думать о Кришне. Это то, как мы думаем о святой Даме. Hare Krishna. And another question. Следующий вопрос from the chat. Харе Кришна, Гуру Махарадж и дорогие преданные. Вопрос. Те преданные, которые пришли в сознание Кришны и при этом не желают следовать правилам и предписаниям, считая, что у них какая-то особая ситуация, и они и так достигнут сознания Кришны, они являются скорее сахаджиями, а не только материалистами. Харе Кришна, Гуру Махарадж and dear devotees. The question is, those devotees who have come to Krishna consciousness do not want to follow the rules and regulations,
they're thinking that they have some special situation and they will already reached Krishna consciousness. They will reach Krishna consciousness anyway. And are there sahajiyas or just are there other sahajiyas than just materials? Thank you. Materialists. Thank you. Well, sahajiyas, they also chant Hare Krishna. They also do kirtan. And they may also speak about Krishna. Сахаджи, они также повторяют святое имя и поют киртаны, они также могут говорить о Кришне. So I don't know about these people who you say are coming to the temple. I don't know what they do. I don't know what their standards are. You have to. They may be sahajas. That sahaja tendency can be there. И я не знаю об этих, не могу сказать об этих людях, потому что я не знаю, как бы, на чем они основываются, каковы их стандарты, но, возможно, там есть сахаджи. They are devotees, but they're not of a high standard of devotion. Они преданные, но у них небольшой стандарт преданности. So they're chanting the holy name. So mentally we can respect them, but we wouldn't want to get too close to them. И они повторяют святое имя, и поэтому в уме мы можем выражать им свое почтение, но не приближаться в своем общении к ним слишком близко. We know these tendencies can be there. We have to be very cautious. И мы знаем, что эта тенденция есть, и мы должны быть очень осознанными в этом. So how much they're sahaja and how much they're materialist would depend on how much they're chanting Hare Krishna and how much they're engaging in so-called devotional activities. И насколько они являются преданными или материалистами, зависит от того, насколько много они занимаются духовной практикой. И каковы их стандарты. Mm-hmm. Yeah. Is that okay? Yeah. Yeah. Матаджи, такой ответ вас удовлетворит? Харе Кришна? Спасибо, Харе Кришна. Yes, thank you. Thank you very much. Next question. Question, yeah. Враджарани Матаджи, вы хотели задать вопрос? Харе Кришна, примите мои поклоны, смиренный Гуру Махарадж, преданный Всеслава Шри Прабхупаде. Согласно стиху Бхагавад-гиты 7.16, есть 4 вида благочестивых людей, которые приходят к Кришне со своими желаниями. И стих 7.15 описаны 4 вида людей, не предающихся Кришне. Вопрос. Мы люди Кали-юги, благодаря чему приходим в Искон? У нас нет благочестия, так как мы не живем согласно ведам, родились не в браманических семьях, с детства ели мясо и делали другие греховные поступки. Это все беспричинная милость Господа Чайтаньи, или все-таки у нас есть какое-то благочестие, так как кто-то встречает преданных, вот тут я пропустила так как кто-то не встречает преданных так как кто-то встречает преданных и приходит в Искон, а кто-то не встречает преданных. Харе Кришна, спасибо. Харе Кришна, Guru Maharaj and the devotees, please accept my humble obeisances, all glories to Srila Prabhupada. According to the verse, to Bhagavad Gita verse 7.16, 4 kinds of pious people come to Krishna with their desires. And in the verse 7.15, there are 4 types of non-devotees. For those who are just non-devoted to Krishna. And the question is, where are the people of Kali Yuga and why do we come to ISKCON?
We have no piety because we don't live according to the Vedas. We were not born in Brahminic families. We ate meat from our very childhood and did other sinful activities. Is this all causeless mercy of Lord Chaitanya, or we still have some piety because someone meets the devotees and comes to the temple and someone doesn't meet them? Thank you. Yes, our piety is created by our contact with the Krishna consciousness movement, which manifests the mercy of Srila Prabhupada. Да, наше благочестие исходит из нашего соприкосновения с движением Харе Кришна, что является милостью Шрилы Прабхупады. Yes, in the Bhagavad Gita, Krishna says, Yesham Tvankatam Papam Jananam Punya Karmana. The devotional service is for those who have acted piously in this life or in previous lives. So Srila Prabhupada explained, he said, I am creating your pious activity. И в Бхагавад-гите приводится стих, что благочестие приходит как плод деятельности, благочестивой деятельности в прошлых жизнях. И Шрила Прабхупада говорил, что я создаю ваше благочестие. In order to get devotional service, we have to have some contact with a devotee. There has to be some exchange there with a devotee. И чтобы заниматься преданным служением, мы должны как-то соприкоснуться с преданным, войти с ним в какой-то контакт. And we sometimes speak about agyata sukriti, that we do some, sukriti means pious activities, and agyata means we do it without knowing. Unknowingly we perform pious activities which result in us getting the opportunity for Krishna consciousness. И мы иногда говорим об агьята сукрити. Агьята значит сукрити, это значит благочестие, агьята значит неосознанно. То есть мы делаем какую-то благоприятную деятельность для осознания Кришны, но при этом мы делаем ее неосознанно, и это дает нам какое-то благочестие. Yeah, that pious activity may be something like you gave a donation, you bought a book, or you took some prasadam, devotee gave you a sweet ball and you took it and you ate it. So this is pious activity. И благочестивой деятельностью, например, может быть какое-то пожертвование, либо вы купили книгу, либо вы вкусили прасад, например, вам дали сладкий шарик, вы его съели. То есть... Or you may hear the holy name, you hear the devotees performing kirtan. That is also another pious activity. It's another credit to you, which qualifies you for devotional service. Simply hearing the holy name. И либо простое слушание святого имени, например, вы слушаете, как преданные поют киртан, это также дает вам благочестие и становится квалификацией, чтобы заниматься преданным служением. So there are different kinds of pious activities. You know, if you do ordinary material pious activities, that qualifies you for some material benefit. И если различные виды благочестивой деятельности, например, если вы занимаетесь какой-то материальной благочестивой деятельностью, то это будет причиной того, что вы получите какое-то материальное благо. But when we do pious activities in relation to a devotee, that qualifies us for devotional service. Но если мы занимаемся какой-то благочестивой деятельностью, связанной с преданностью, с преданными, то это становится нашей квалификацией для преданного служения. Just like you go to visit the temple, you go to the center, you see the deities, that's another pious, you get a lot of benefit. You start to develop more and more assets, which qualify you for taking up devotional service. И, допустим, вы поехали в храм, и вы увидели божества, и таким образом вы накапливаете эти ресурсы благочестия, что делает вас более квалифицированным, все более и более квалифицированным в преданном служении.
So Srila Prabhupada said, you know, when devotees said, did we become devotees because of our piety? Prabhupada just laughed. He said, I am creating your piety. И когда преданные спрашивали Шрилу Прабхупаду, а мы стали преданными только благодаря нашим благочестивым поступкам, то Шрила Прабхупада тогда смеялся и говорил, я создаю ваше благочестие. The piety we get from serving the Krishna consciousness movement qualifies us for devotional service. То благочестие, те благочестивые поступки, которые мы совершаем в сознании Кришны, оно делает нас квалифицированными в преданном служении. All right, is that satisfying? Does that answer satisfy you? Такой ответ вас удовлетворяет, Матаджи? Да, Харе Кришна, Гуру Махарадж, спасибо. Yes, thank you. Thank you very much, Guru Maharaj. Next question. Yes. From the chat. Харе Кришна, Гуру Махарадж, дорогие преданные, примите мои смиренные поклоны. Вопрос. Иногда приходится слышать такие рекомендации. Если вы не следуете регулирующим принципам, не читаете регулярно мантру, не следуете правилам и предписаниям, ничего страшного. Главный принцип – это помнить о Кришне и никогда не забывать о нем. Поэтому просто помните о Кришне в своей повседневной деятельности, и вы достигнете прогресса в преданном служении, достигнете духовного мира. Насколько это реально и правильно. Спасибо. Харе Кришна, Гуру Махарадж, and dear devotees, please accept my humble obeisances. The question is, sometimes you hear such recommendations. If you don't follow the regulation principles, do not read the mantra regularly, do not follow the rules and regulations, it's okay. The main principle is to remember Krishna and never forget him. So just remember Krishna and in your daily activities, and you will make progress in devotional service, and you will reach the spiritual world. How realistic is it, and is it proper? Is it correct? Thank you. No, it's not correct. It's totally wrong. If someone is remembering Krishna, then we will remember Krishna's teachings. И это утверждение абсолютно неверно, поскольку тот, кто помнит о Кришне, он тогда помнит те наставления, которые дает Кришна. Krishna's teachings are there in the Bhagavad Gita. He tells us what kind of things we should be doing, what we shouldn't do. И наставления Кришны даются в Бхагавад-гите, где рассказывается о том, что мы должны делать, а что мы делать не должны. You cannot expect that you can just do whatever you want and just remember Krishna. Мы не должны думать о том, что мы можем делать все, что угодно, и при этом просто помнить о Кришне. That is you're cheating yourself. You cannot cheat Krishna, but you can cheat yourself, and you certainly cheat ourselves if we think like that. Если мы таким образом думаем, то мы просто обманываем себя. Мы не можем обмануть Кришну, но себя мы обмануть можем. So you go on doing like that. At the time of death, you will see what happens. Если вы будете делать так, то вы посмотрите, что произойдет в момент смерти. So it's a very foolish proposal to think like that. Поэтому очень глупо так думать. That Krishna doesn't encourage us to do all these kind of. Krishna explains everything very clearly in the Bhagavad Gita. What is the good qualities? What are the bad qualities? Кришна очень все подробно объясняет в Бхагавад-гите, что есть хорошие качества, что есть плохие качества. There's divine nature, there's demoniac nature. Есть божественная природа, а есть демоническая природа. If one is actually thinking of Krishna, then one will also think of what Krishna wants us to do.
И если кто-то действительно думает о Кришне, то тогда он будет думать, а что Кришна действительно хочет от меня, чтобы я делал. Krishna wants us to cultivate the good qualities. He doesn't want us to be demons. Кришна хочет, чтобы мы развивали хорошие качества, он не хочет, чтобы мы были демонами. So there are certain qualities which we have to cultivate. Таким образом, есть определенные качества, которые мы должны в себе развить. And in order to cultivate these qualities, we have to follow different rules and regulations. А чтобы развить эти качества, мы должны следовать различным правилам и предписаниям. And Krishna says, if we don't follow these scriptures, if we don't follow, then you can never be happy, you can never become perfect, and you'll never achieve the supreme destination. И Кришна говорит, что вы, если не будете следовать этим наставлениям, этим правилам, то вы никогда не станете, не обретете совершенства и не придете к высшему предназначению. This is stated in Bhagavad Gita very clearly. Yashastra vidim utsrijya vartate kamakarata nasasadim avapnoti nasukam na paramgatim. The people who give up the scriptures and act independently and whimsically, they can never be happy, they can never achieve the supreme destination, they can never become perfect. И в Бхагавад-гите об этом говорится очень четко, что люди, которые не следуют наставлениям священных писаний, никогда не будут счастливы, никогда не достигнут совершенства и высшей цели жизни. And you may say, no, I'm happy drinking, smoking, drugs, I'm happy. Then you're happy. That is the fool's happiness. That is the happiness of the mode of ignorance, darkness. Но вы можете сказать, я и так счастлива, там, пью, курю, принимаю наркотики, я и так счастлив. Но это счастье дураков, это счастье в гуне невежества. You do not know what is real happiness. You're simply in ignorance. Вы не знаете, что такое истинное счастье, вы просто находитесь в невежестве. Okay. Next question. Next question. Раджарани Матаджа. Ваш вопрос, пожалуйста. Татьяна Матаджа, там я выложила комментарий Шримад Бхагаватам, так-то легкий перевести, просто по нему вопрос. Ладно, такой легкий, я прочитаю его. Махарадж, это согласно 10.13.60. Бхагаватам. Можно, да? Да. Комментарий. Все будто Госвами или хищные звери вроде тигров, заняты одним и тем же, стараются доставить удовлетворение Кришне. Вриндаван – это уникальное место. Там даже тигры служат Кришне. Во Вриндаване каждый счастлив. Телята, кошки, собаки, люди – все счастливы. Каждый хочет служить Кришне по-своему, потому никто никому не завидует. У кого-то может возникнуть впечатление, что вриндаванские обезьяны завистливы, потому что они проказничают и воруют еду. Однако мы знаем, что во Вриндаване обезьянам позволено есть масло, которое им раздает сам Кришна. Кришна показывает, что у каждого есть право на жизнь. Таков Вриндаван. Почему я имею право жить, а ты должен умереть? Нет, это материальная жизнь. Обитатели Вриндавана думают по-другому. Что бы ни дал нам Кришна, мы разделим этот прасад и вместе съедим. Такая психология складывается не сразу, а постепенно, по мере того, как у человека развивается сознание Кришны. На этот уровень можно подняться с помощью садханы. Вопрос. Если, например, есть искажение философии и разбавление ее другими косвенными путями и мирскими в кругу преданных, но преданные искренне верят, что они все делают правильно, можно ли сказать, что это подходит под этот стих, что они удовлетворяют Кришну, но по-своему? Или это все-таки происходит от того, что нет должного руководства, и отсюда вытекают искажения и непонимание того, что они делают? Спасибо. Простите, так длинно, Харе Кришна. There is question
to the comment of to Srimad Bhagavatam 10th canto 13.60. Everyone, whether they are Goswamis or just animals like tigers, is doing the same thing. They're trying to please Krishna. Vrindavan is a unique place where even tigers serve Krishna. In Vrindavan, everyone is happy. Cows, cats, dogs, people, they are all happy. Everyone wants to serve Krishna in their own way, and therefore no one is envious of anyone. One may get the impression that the Vrindavan monkeys are envious because they play pranks and steal food, but we know that in Vrindavan the monkeys are allowed to eat butter, which is distributed by Krishna himself. Krishna shows that everyone has the right to live. This is Vrindavan. Why do I have the right to live and you have to die? No, this is material life. The inhabitants of Vrindavan think differently. Whatever Krishna gives us, we will share this prasad and eat it together. Such a psychology does not develop immediately, but gradually. As one develops Krishna consciousness, one can rise to this level by means of sadhana. The question is, if, for example, there is distortion of philosophy and delusion of it in other indirect ways, in the circle of devotees, in direct ways, mundane ways, in the circle of devotees, but the devotees sincerely believe that they are doing everything right. You can say that it fits this verse, that they satisfy Krishna, but in their own way. Can we say like this? Or it still happens because there is no proper leadership and has distortion and misunderstanding of what they do? Thank you. No, I haven't really got the whole question there. She's talking about the people are very happy and no envy and everything. Yeah. It and was the quote from Srimad Bhagavatam. Yeah. And then the question is, if for example there is a distortion of philosophy and but devotees sincerely believe that they are doing everything right. So can we say that this is according to this verse of Srimad Bhagavatam, and they are just satisfy Krishna, but on their own way, or is it happens because there is no proper leadership, and the devotees themselves, they don't understand what do they do. It's difficult for me to judge like that based on that. I mean, that maybe the leadership is wrong, I don't know. It may just simply be the independent attitude of the devotee. It's difficult for me to put to come out and say exactly what's wrong. I don't know. То есть мне сейчас Something's wrong. Сложно судить, что является неверным, является ли неверным поведение руководства, либо неверное какое-то отношение преданных к чему-то. Мне сложно судить. The point is, we have to follow what's given to us by Srila Prabhupada. Srila Prabhupada encouraged us to chant Hare Krishna, to perform Sankirtan,
to distribute his books. Просто смысл в том, чтобы следовать тому, что дал нам Шрила Прабхупада, распространять книги, ходить на санкиртану. We have to try to work in the mode of a devotee. Devotees want to share Krishna consciousness, to give Krishna consciousness and Krishna consciousness to them according to the vision of our Acharya. И преданный — это тот, кто работает и распространяет сознание Кришны в соответствии с тем видением, которое дали нам ачарьи. So Srila Prabhupada, in Srila Prabhupada's time, we were always chanting Hare Krishna. We had regular Sankirtan party. We would try to distribute books. И во времена Шрилы Прабхупады мы все пытались повторять Харе Кришна и участвовать в санкиртане, распространять книги. Because we have all deities, we have temples to maintain, and we have to worship the deities. These things have to go on. И, конечно же, были храмы, и мы должны были там поддерживать божества, и мы все это делали. To share whatever we have. We invite people to come to the temple, come and chant with us, and see the deities, and then take prasadam. И что касается того, чтобы делиться тем, что у нас есть, мы приглашали в храм людей и приглашали их повторять с нами и воспевать киртаны с вами, угощали их прасадом. We don't want to deviate. We want to be cautious about inventing new things and going away from the original programs which were given to us by Srila Prabhupada. И мы как-то не уделяли особого внимания, да, тому, чтобы вносить что-то новое. Мы просто делали то, что дал нам Шрила Прабхупада. Prasad. But Prabhupada encouraged us to distribute prasadam to everyone, not just to the poor. We don't just only go to the poor people to feed them. We want to distribute prasadam to everyone. Rich people also need prasadam. И мы распространяли, допустим, прасад не только среди бедных людей. Шрила Прабхупада не говорил, что мы должны распространять прасад только бедным людям. Но также следует распространять прасад и людям богатым, им тоже он нужен. We're not simply another welfare organization to make a program to feed the poor. Our program, we're a spiritual society. We're meant to uplift people and educate them in the principles of spiritual life. Это не то, чтобы все программы нужны для того, чтобы привлечь каких-то бедных людей. Мы духовное общество, и мы привлекаем людей ради того, чтобы улучшить их духовную жизнь. Our real business is to educate people, to go and speak about Krishna, and to speak on the basis of Bhagavad Gita and some knowledge to them. И наше настоящее истинное дело состоит в том, чтобы дать людям Бхагавад-гиту, чтобы научить их идти и распространять это знание Бхагавад-гиты, дать им это знание. And for people interested in philosophy, we have the chanting of the Hare Krishna mantra. И для тех, кто заинтересуется философией, мы даем Харе Кришна повторение Харе Кришна Махамантры. Lord Chaitanya's main business while he was residing in Jagan was sing Hare Krishna. Every day they would have Sankirtan. И Господь Чайтанья, когда он жил, when he lived in where? Когда он жил в Джаганатхапуре, он каждый день воспевал святое имя. So this is our real business as devotees. Educating
trying to give spiritual knowledge, and if we can't do that, we chant Hare Krishna, have nice kirtan. И наша истинная задача как преданных состоит в том, чтобы дать людям философию, и потом, когда они ее принимают, дать им святое имя, то есть так, чтобы они повторяли Харе Кришна или воспевали киртан с нами. Prabhupada liked to see prasadam distribution also. It's very nice. Many places now with the lockdown and different many centers are active in distributing prasadam. И Шриле Прабхупаде нравилось, когда мы распространяем прасад, и сейчас, когда все на карантине, все закрыто, многие центры распространяют прасад. It's a nice program. It's not our main program, but it's something to keep the devotees engaged, and it helps to keep good relationships with the public. И это очень хорошее дело, это не является нашим каким-то центральным, основным занятием, но тем не менее это очень хорошо для того, чтобы поддерживать отношения с обществом, с общественностью. All right. Next question. Yeah. Лена Матаджи, ваш вопрос. Я хотела спросить, может ли неофит чувствовать истинно присутствие Бога в своей жизни? Идет, помогает, какие-то ситуации. На начальном уровне все происходит согласно карме. Хотя карма тоже, как слуга Кришны или как закон Кришны, да? Разъясните, пожалуйста, этот вопрос. Спасибо. The question is, can a neophyte truly feel the presence of God in his life? That Krishna leads, that Krishna helps, creates some situations, or at the initial level everything happens according to karma. Although karma also has a divine nature. Please clarify this point, Guru Maharaj. Yes, a neophyte can also experience Krishna. We may be a new devotee. Да, конечно. There's no reason why we cannot experience. Да, конечно, неофит может чувствовать, иметь опыт, связанный с Кришной, если мы только что стали преданными, если мы являемся новым новичком в этом во всем, это не значит, что у нас не может быть опыта. We don't know how much contact we've had with Krishna in our previous life. Мы не знаем, как много мы контактировали с Кришной в наших предыдущих жизнях. Someone may come to Krishna consciousness and they may appear to be a neophyte, but they may have, in the previous life, they may have already advanced considerably spiritual consciousness. И если кто-то приходит в сознание Кришны и внешне кажется неофитом, но в своих предыдущих жизнях он был существенно, очень сильно, скажем так, развит в сознании Кришны. So we don't. There's no bar. There's no barrier. When you're a neophyte, you're close to Krishna. You cannot have a consciousness of Krishna. No, somebody may be very advanced. То есть нету такого, нету такого барьера, что вот ты неофит, ты только что пришел сюда, и у тебя не может быть сознания Кришны. Нет. Этот человек может быть очень продвинутым. No, service doesn't depend on karma. Our karma is not an obstacle to devotional service. И преданное служение не зависит от кармы. Наша карма не является препятствием для преданного служения. We see some people may have very good karma. They have, they're very good looking, have a lot of money, they have a very opulent material situation,
But they may have no interest in Krishna consciousness. Например, кто-то может обладать богатством, у него очень красивая внешность, он может быть очень счастлив и жить в роскоши, но при этом он абсолютно может не интересоваться сознанием Кришны. So devotional service does not depend on karma. Таким образом, преданное служение зависит не только от кармы. And karma is not an obstacle to one progress as Krishna conscious. Карма не является препятствием для прогресса человека в сознании Кришны. You may be apt to be blind, but still you can be a devotee. You may be blind and maybe handicapped, you may be lame, crippled. Вы можете быть калекой, вы можете быть слепым, но тем не менее вы можете обладать сознанием Кришны. But this does not stop you becoming a good devotee. Но это не значит, что вы не можете стать хорошим преданным. Devotional service doesn't depend on physical, material situations. Преданное служение не зависит от физических материальных ситуаций. Харе Кришна. Харе Кришна, next question. Харе Кришна, спасибо. Thank you. Анастасия Матаджи, вы хотели задать вопрос? Харе Кришна, Гуру Махарадж, примите мои смиренные поклоны. Я благодарна вам за ваше глубокое познание, за разъяснение, за лекцию сегодня. И у меня вопрос. Мы сегодня обсуждали жить в святом месте. Скажите, пожалуйста, может быть, какие-то есть вот правила и предписания, как мы должны себя вести в святых местах? То есть я просто знаю, что когда иногда преданные долго живут, то есть они начинают, допустим, смотреть кино, то есть не является ли это оскорблением? И как может быть, какие-то есть прям рекомендации, да, по этому поводу? Thank you, Guru Maharaj, for your explanations, for your lecture. The question is, today we just heard about living in the holy place. The question is how we should behave ourselves in holy places. For example, if devotees live there for a long time, they just, for example, begin to watch movies and so on. So is there any particular rules and regulations how we should behave, how we should act in a holy place? Yes, certainly living in a holy place is an opportunity for spiritual advancement, but one has to take advantage of the holy place by regularly going to temple and by associating with pure devotees. И проживание в святом месте – это очень хорошая возможность для духовного развития, и поэтому мы должны воспользоваться этим преимуществом. Если человек живет в святом месте, то он каждый день должен ходить в храм и каждый день общаться с чистыми преданными. And so if somebody is living in the holy place and watching movies, mundane movies, then they're not taking the benefit of the holy place. Если кто-то живет в святом месте, но при этом смотрит какие-то обыденные фильмы, то он тогда не получает тех преимуществ, не получает того блага, которое исходит из святого места. Sometimes people are not accustomed to engaging themselves fully in devotional service. Иногда люди просто не привыкли, у них нет такой традиции задействовать себя, погружать себя полностью в преданное служение. So they spend some time chanting, they spend some time reading, but then they spend some time with a little bit Maya, watching mundane movies.
Они какое-то время воспевают, какое-то время читают книги, а потом какое-то время проводят в мае, например, смотрят какие-то фильмы обычно. So good association is very important. Good association will stop you from doing these things. И хорошее общение, оно очень важно при этом, то есть оно предотвратит то, что вы будете делать это. То есть вы перестанете это делать в результате хорошего общения. You don't go to the holy place just simply purchasing the ticket to go there. Вы не попадете в святое место, просто купив туда билет. You have to have the consciousness to enter the holy place. Then you actually get the benefit of being in the holy place. Вы должны иметь сознание того, что вы входите в святое место только благодаря такому сознанию, пониманию вы сможете получить все благо от этого святого места. And so we sometimes say it's not a good idea for neophyte people to go to the holy place. They're not ready for the holy place. И таким образом мы иногда говорим, что не очень хорошая идея для неофитов поехать в святое место, потому что они еще не совсем понимают, что есть святое место на самом деле. Some people go to the holy place and just spend the day shopping, just wandering in the streets and looking in the shops. That's not spiritual. Например, некоторые люди едут в святое место и просто целыми днями проводят возле магазинов, покупая какие-то вещи и заглядывая в витрины. Это не духовная деятельность. The real purpose in coming to the holy place is to increase our hearing and chanting. И истинная цель пребывания в святом месте – это усилить наше слушание и воспевание. And to associate with the senior devotees and to hear from them and get instructions. И также слушать от старших преданных, получать их наставления. Okay. Yes, Hare Krishna. Thank you for the question. Спасибо большое за вопрос. Благодарю. Thank you very much, Guru Maharaj. Are there more questions? Yes, there is a question from the chat. Харе Кришна, ваше святейшество, в чем счастье демонов? Hare Krishna, Your Holiness, what is the happiness of demons? The happiness of demons? Yeah. Well, the happiness of demons are generally, the demons they are associated with the mode of ignorance and passion, so their happiness is based on these kind of things, sinful activities. И демоны, они больше всего соприкасаются с гуной страсти и невежества, поэтому вся их деятельность основана на такого же рода вещах. Their happiness is alcohol and drugs and illicit sex. Их счастье заключается в принятии алкоголя, наркотиков, в незаконном сексе. Meat eating. They're thinking this is happy. И они думают, что это счастье. Yeah. Their happiness is suffering from beginning to end, but they're taking happiness. Just like a pig is happy when it feels that the pig eats the pig food, he's happy. И демоны, они несчастны с самого начала до самого конца, но они думают, что это счастье. Например, их счастье подобно счастью свиньи, которая ест какую-то свою еду, которая для нее предназначена, и при этом она счастлива. So, the demons, they have that kind of happiness. У демонов именно такое счастье. Another question. Есть ли еще какие-то вопросы? Можно я задам свой вопрос? Да, Матаджи. Ага.
Этику, что значит удовлетворить духовного учителя? Харе Кришна. What does it mean to satisfy a spiritual master? What does it mean to satisfy the spiritual master? It means to follow the instructions. Это значит следовать его наставлениям. Beginning with chanting Hare Krishna regularly, 16 rounds, following the four principles. Начиная с того, чтобы читать 16 кругов регулярно, следовать 4 регулирующим принципам. Trying to take part in Krishna activities, going to temple, hearing Srimad Bhagavatam from a devotee. Принимать какое-то участие в деятельности преданных, ходить в храм, слушать Шримад Бхагаватам. Have nice relationships with the devotees. To be happy in Krishna consciousness is pleasing to the spiritual master. Общаться с преданными, быть радостным в общении с ним, все это удовлетворяет духовного учителя. Yes. Anything else? Раджарани Матаджи, вы хотели спросить? Хотела бы спросить еще Гуру Махараджа в дополнение к вопросу Александра Прабху про демона. Говорили как-то, да, что у нас, можно сказать, что мы какие-то преданные, там, начинающие, тоже есть демоническое сознание. А в чем оно заключается у преданных? Как его проследить? Сознание у преданных. What does it mean? The demonic, if the devotee has the demonic consciousness, what does it mean? How it we can see it? How we can see it? Yeah. How the devotee behave if he has demonic consciousness? How we can recognize that? Well, they won't follow the regulative principles. They engage in sinful activities. Такой преданный не следует регулирующим принципам, занимается греховной деятельностью. Always lusty, angry, dirty. Он всегда похотлив, всегда гневен, грязен. The demoniac qualities are given. You read the Bhagavad Gita, the divine and the demoniac nature, chapter number 16, and you can see the qualities for the divine. Divine means devotee, and the demoniac means the people who are not following. И вы можете прочитать обо всех качествах в Бхагавад-гите в 16 главе, где описываются божественные и демонические натуры. И божественный значит преданный, а демонические это те, кто не следует этим принципам. So it's sometimes said the divine and the demoniac are both in the same body in the Kali Yuga. И часто говорится, что божественное и демоническое часто объединяются в одном теле в Кали-югу. We have the demoniac tendency, we have qualities, we have some bad qualities. И у нас есть и демонические тенденции, и божественные, у нас есть и хорошие качества, и плохие качества. We have to conquer over the bad qualities. We have to become devotee. И мы должны преодолеть в себе эти плохие качества и стать преданными. We all have this problem. We have these demonic qualities before becoming devotees. У нас у всех We есть have to change. у нас у всех есть эта проблема. Мы все были демоничными до прихода в сознание Кришны. Мы должны просто измениться. Yes. Maybe. Да, Матаджи, все. Is there any questions? Есть ли еще вопросы?
А уточнить можно? Да. А если Гуру Махарадж преданный, например, не может следовать всем принципам, а только одному, но он находится под руководством, он может считаться уже чистым преданным? Спасибо. If the devotee doesn't follow all the regular principles, but he follows only one principle, but he is under the leadership, can we consider him as a pure devotee? No. Нет. How is it possible? Как такое возможно? A pure devotee? They follow one principle? Разве чистые преданные следуют одному принципу? They follow one principle, and you say, can he be considered a pure devotee? Вы сказали, если он следует одному принципу, то можно ли его считать чистым преданным, так? No. Что мы Руководство. То есть у него есть руководство, им управляют. Ну, тем не Он менее... находится под руководством, то есть у него есть руководство чистого преданного. Он находится под руководством преданного или чистого, то есть вы уточните немножко, то есть он находится под руководством чистого преданного и совершает, то есть исследует одному регулирующему... Пока. Но в процессе он дозреет, как бы. И вопрос, пока, да. И вопрос в чем? Можно ли его считать уже чистым преданным? Just some addition. So this devotee, he just he follow only one principle yet, but he's on the control of the senior devotee. So can we, in that situation, consider him as a pure devotee? He's on the council. Он что, в совете или нет? Нет, это просто спрашиваю, что человек пришел в сознание Кришны, и он уже стал под руководством чистого преданного, но он может сейчас соблюдать только один принцип. Можно ли уже его считать чистым преданным, так как он же уже под руководством? Спасибо. This person is has just come to the Krishna consciousness, but he already has the leadership, and he can follow only one principle. It's his first step, and he's going to just to race in this way. But he now he's following only the one principle. So can we consider him as a pure devotee because he's under control of the senior devotee, under the control of the pure devotee? No, we cannot consider him a pure devotee. And I don't know why they will allow such a person who can only follow one principle. I don't know how they can give him a leadership position. Not. They don't give him leadership position. He's under the control of the senior devotee. Who do leadership above them, above this person. So he's under the control of the senior devotees. Yeah. So the senior devotees will gradually bring him to a higher position. Yeah, and so Mataji's question is, can we in this situation already consider he is a pure devotee because senior devotees control him? No, senior devotees control him. It doesn't mean he's a pure devotee, though. И если какие-то старшие преданные контролируют его, да, он находится под их контролем, это еще не значит, что он стал чистым преданным. But he's becoming pure, we hope. Но мы надеемся, что он станет чистым. It takes some time. We have to be patient. Give him time. То есть ему нужно просто дать время и нужно быть терпеливым. Just like somebody goes to hospital
they get treatment, they're sick, but they're getting treatment, so it takes time to get cured. Но если кто-то попадает в больницу, он болен, но постепенно он получает лечение и исцеляется. So it's good he's coming to the association of devotees, he's getting some instruction. We hope that he will go on and become pure. Все таким образом, если он находится под руководством и получает какие-то наставления, то таким образом он очищается, и мы надеемся, что он станет чистым. But it will take some time. Но это займет какое-то время. We have to be patient. We have to encourage him. Нам нужно проявлять терпение и воодушевлять его. We are glad he's coming forward and he's taking time to associate and hear. He's trying to become devotee. И мы рады, что он пришел сюда, и у него есть общение, и нужно просто время, чтобы он стал преданным. All right. Yes? Есть ли еще вопросы? No questions anymore? Okay. All right. Thank you very much. So thank all the devotees for their participation, for their questions. Спасибо всем преданным за их вопросы, за их участие. Thanks Tatyana for her translation. And wish all the devotees have a very good week in Krishna consciousness. Srila Prabhupada ki. Джай. Желаю всем преданным очень хорошей недели в сознании Кришны. Вся слава Шриле Прабхупаде. Джай. Бхакти Вигна Винарсима Мараджа ки.